Дорогие наши зрители, всех рады приветствовать у нас на канале. Решили начать это видео в необычном для нас формате, и как раз Роман готовит завтрак, а я немножечко разрешаю себе поспать подольше. А почему? Потому что у нас с Ромой разные режимы дня. Рома ложится спать раньше, естественно, и просыпается он намного раньше. Я же ложусь спать намного позже и, естественно, могу утром позволить себе проснуться на полчасика позже. День начинается с обычных дел. Просыпаемся, приводим себя в порядок, убираем постель, а дальше спешим накормить всех животных и только потом завтракаем сами. Ну а сейчас, пользуясь случаем, отвечу на некоторые часто задаваемые вами вопросы. Один из часто задаваемых вопросов: живем ли мы на даче? Да, мы уже год как живем на даче и обустраиваем ее. Нам это очень нравится. Также вы часто спрашиваете, где мы работаем. Роман на пенсии по производственной травме. Я же даю частные уроки по английскому языку детям младших классов. Также хотелось бы не исключать и тот момент, что ведение канала на YouTube – это тоже своего рода работа. Многие из вас, дорогие наши зрители, переживают за наших животных, поэтому спрашивают, кто заботится о животных, кормит их, если вдруг мы уезжаем в город. Если вдруг нам с Ромой нужно будет уехать на несколько дней в город, о наших животных заботятся либо родственники, либо наши соседи. Они у нас очень хорошие, и когда им тоже нужно куда-то уехать, мы заботимся о их животных тоже. Здесь у нас с окошка, да, такой красивый вид. А слышишь еще это, да? Дикий голубь. Да. У-ху-ху. Каждое утро укают, так прикольно. Будет нас. Да, здесь очень красиво, особенно вид с этого окна, вообще бесподобный. Только вот когда я иду со стороны огорода и смотрю на это окно, у меня такое ощущение, что здесь чего-то не хватает. Чего не хватает? Да, здесь вот не хватает кашпо с цветами. Ну прям вот напрашивается, что мы сделаем. Снизу здесь? Да, здесь снизу. Можем сделать. У меня здесь несколько листов ОСБ. Я тебе сколочу, а ты посадишь там цветы. Да, у меня есть цветочки. Высадим. Ура! Да-да, постараемся. Вот такой кусок ОСБ у меня остался. Думаю, его хватит. И брусочек сюда тоже применим. Но вначале пойду замеряю ширину окна, чтобы сделать как раз за подлицо. Здесь у нас лист 1,20 м. Ну, думаю, даже с запасом. Так, сколько здесь у нас окно? Окно 1,9 м вообще. Так что хватит, еще и с запасом точно. Итак, длина, как я уже сказал, 1,9 м делаем. Ага. А ширина и высота, наверное, сделаем квадратное кашпо. Сантиметров 17, думаю, будет вполне нормально. Семнадцать, две стороны 34 и низ 51. О, как раз хватает листа.
прочерчу для хорошей видимости. И теперь еще пройду канцелярским ножом, чтобы линия отреза была ровненькая. Вот такие 3 полосочки получилось. А теперь такие же 2 планочки отрежем с брусков. Вот такое кашпо у нас получилось. Смотрите, да, вроде ничего, такое прочное. Думаем, сойдет. Что теперь еще хочу сделать? Сейчас принесу рубанок. Вот, и на 2 таких брусках выберу четверть, чтобы один брусок заходил в другой. И тогда один прибью на эту сторону, второй на стену, и будет съемное кашпо. Ну, сейчас попробую, рубанок принесу и посмотрите. Бруски, конечно, не очень ровные, гляньте, да? Немного выгнутые. Ну ничего, я думаю, чтобы повесить кашпо, это будет нормально. Выберу тогда отсюда, с внешней стороны. Так, включаю. Вот, смотрите, как красиво получается, да? Выбирается эта четверть. И сейчас еще такой же второй брусок сделаю и вставлю один в один. Ну вот, смотрите, как получается, да? Вставляется один в один. Вот. Ну, понятно, что они немножко кривые. Я когда буду прибивать, я их выровняю. А так, идеально. Осталось только прибить вот эти держатели сюда. Да? Как я буду вешать? Так. Ага, вот так. Вот так прибью. И отдам Вике уже на перекраску. И вот так оно будет крепиться. Это на стену, это к ящику. Так раз. И все. Покраску этого кашпо, конечно же, я взяла на себя. Для этого мне понадобится акриловый лак и аэрозольная краска, белый цвет. Итак, для начала хочу выкрасить вот такую полоску из белой краски. Для чего? Для того, чтобы потом у меня получился вот такой вот рисунок. Как это все будет происходить и выглядеть, давайте смотреть вместе. Пока открывала краску, сломала вот эту штучку.
Ну, попробую, может получится. То жалко. Полный флакон краски. Так, а ну. О, работает. Ура, мы спасены. Не все потеряно. О, не покрашу. Оно все вытекает. Ах. Нет, не получится. Ну, как-то по-другому будем выходить сейчас из ситуации. Полный флакон краски пропадает. Взяла обычную радиаторную краску акриловую, покрасила вот такую вот полосу по ширине кисти. Все, сейчас она высохнет, она сохнет быстро, и я продолжу заниматься творчеством. И пока будет высыхать белая краска, я сейчас пройду всю конструкцию акриловым лаком, цвет красное дерево. Такой яркий цвет, я думаю, он будет хорошо сочетаться с цветом, которым выкрашено окно в кухне. А окно выкрашено у нас в оливковый цвет, я думаю, они будут гармонировать. Сейчас я выставлю картинки, приблизительно то, что я хочу, или какими я хочу видеть наши окна в будущем, когда мы поменяем их на пластиковые. Вот, и приблизительно такой образец окон я хотела бы иметь вот здесь у нас на даче, в дачном доме. С помощью кисточки и лака не получилось у меня. Получилась какая-то каляка-маляка. Я уже пробовала и губкой. Эффект и результат одинаков. Вообще я просто расстроилась, думала все убрать, изменить. Но потом мне пришла идея. Я нашла аэрозольную краску красного цвета. И подумала, почему бы и нет. Попробую. И вот что получилось. Это ближе к тому, что мы хотели получить в результате. Поэтому я сейчас сделаю полностью полосу и еще раз оценю результат. Если нам понравится, мы его оставляем так и высаживаем цветочки. Здесь получаются некоторые погрешности, я их исправлю потом с помощью кисточки. Поехали дальше. В общем, что хочу сказать. Результат получился тот, который мы и хотели. Все ярко, красиво и получился симпатичный рисунок. Но хотелось бы отметить, так как опыта работы с трафаретами у меня не было до этой работы, конечно же, у меня здесь проявились некоторые недочеты и ляпы. Я сейчас их подправлю красочкой, но идеально не получится. И одно радует, что это кашпо, и, конечно же, все мои недочеты, они прикроются красивыми разрастающимися растениями. Вот здесь я уже успокоилась. Но на будущее себе намотала на ус, что работать с трафаретами я больше не буду. Как-то это не мое. Так, ну буду исправлять свои ошибки. Сейчас схожу на наш огород, который там находится за садом, и посмотрю там, что за земля. Можно ли будет ее вспахать или нет. Альфуша, ты со мной пойдешь? Со мной пойдешь подсматривать? Пойдем, пойдем, моя хорошая. Пошли. Да, неспаханная земля вообще заросла. Вишняка здесь. О, Альфуша, откуда ты все выскакиваешь? Да, вот что значит не спахать вовремя, да? О. И земля уже сухая. Вишняк, конечно, вообще. Травы нужно, наверное, покосить ее вначале хорошо, чтобы не заплеталась на фрезы, а потом уже культивировать. Так. Одел концертный пиджак. Такая роба у меня осталась. Штаны не очень хорошие, потому что они все равно будут все в траве. И хорошо очки очень обязательно одевать, потому что в огороде, если косишь, все летит, можно
без глаз остаться. Запасных у меня нет. Ну что, заводим и поехали косить. Отлично. Отдохнуть. Я так привык уже несколько лет, кашу 10 минут кашу, 10 минут отдыхаю. И пила остывает, и я не сильно устаю. Альфа, ты пришла меня поддержать в работе? Такой антистресс у нас. Знаешь, что по-хорошему вишняк вообще следовало бы выкопать. Да, брать лопаты, так поглубже рыть и вместе с корнями выбирать. Но сильно много времени нету. Сейчас вспашу, да, а потом уже буду постепенно выбирать, как он будет пробиваться уже из спаханной земли. Уже буду видеть, где точно он есть. И будем так выбирать. Потому что у нас вишневый сад. И естественно, что ягоды падают, оно все прорастает. Или птицы забирают, не доносят, в огороде прям падает. Но если так не покосить и не пообрабатывать землю, через год-два весь огород будет в таком вишневом саду. Так что нужно обрабатывать. Такой участок, наверное, сотки 2-3, наверное, 3. Сейчас возьму мотоблок и попробую прокультивировать здесь все. Может быть, для начала возьму сотки 2, попробую, как получится, а потом буду дальше продвигаться. Это наш растущий цветник. Покажу вам сейчас растишки, которые мы посадили. Вот они, всходы. Эти растишки покупал Рома на рынке. Мы их посадили. И вот они проклюнулись. Посмотрим, что это за цветочки будут. Мне аж интересно. А еще у нас есть такой цветочек. Вообще высадила я его как траву декоративную. А эта трава зацвела. Вот посмотрите, какие красивые цветочки. Супер. Вот тебе и травка. Так, тут тоже все наш барвинок заплетает. Надо будет ее пересадить в более удобное место. Сниму защитный чехол со своего Мерседеса. Я уже говорил, что мотоблок у нас бензиновый на 7,8 лошадиных сил. Также он с пониженной передачей. Именно поэтому мы его и брали. Моя даже Вика пробовала спахивать, и у нее это получалось. Не нужно за ним куда-то бежать. Да, он себе работает спокойно, потихоньку, и все. А если надо уже перебивать землю, можно ставить вторую, третью передачу, и тогда уже работать спокойно. А также в комментариях кто-то писал, что он неправильно заводится. Да, чтобы он тронулся, здесь, на этом мотоблоке, нужно зажать сцепление. А на машине, допустим, да, если я не ошибаюсь, нужно наоборот его отпустить. Я не водитель, мне кажется, что это так. И на многих мотоблоках тоже так работает. Здесь наоборот, поэтому сам он никуда далеко не уедет. Да, пока ты его держишь, пока он работает. Такой принцип, меня это устраивает. Ну что, пробую заводить. Так, все. Заводится с первого раза, вообще супер. Поехали.
Что касается фрез, то я решил поставить с каждой стороны по 3 секции и по 4 фрезы. Думаю, так им будет легче управлять. Ну, сейчас посмотрим. Запущу, попробую на первой пониженной передачей, а если будет легко идти, то на вторую переключусь. Пока сильно углубляться не буду, так поверхностно пройдусь, попробую. Это мои первые разы, поэтому не судите строго. Пока учусь, пробую, как нужно нажимать сильнее, слабее. Ну, потихоньку идет, спешить некуда. Как говорил мой друг, до пятницы я совершенно свободен. Корней много. Ну ничего, так потихоньку. Как видите, это была вторая скорость, и мотоблоку очень непросто, потому что земля, ну, просто высохшая, очень сухая, плюс здесь еще корни с вишняка, с полыни, из другой травы. Меня, кстати, сосед, который спахивал ту часть огорода, он меня предупреждал: так, если затянешь и земля высохнет, будешь прыгать с мотоблоком по этому участку. Так оно и получается. Ну, недавно я в ютубе еще услышал и увидел один лайфхак. Сейчас попробую его применить. Может быть, это немножко поможет в работе. Все-таки попробую сейчас добавить на фрезы еще одну секцию, 4-ю, и распределить по 3 фрезы. Да, но сделаю так, чтобы они находились в разных плоскостях. Сейчас видно их 4, да, и вот оно тык-тык-тык прыгает. А когда сделаю 3, немножко буду каждый раз смещать, чтобы оно более плавнее ходило. Ну, не знаю, попробую. Сейчас перекручу и покажу, как получится. Перекрутил, и смотрите, видна ли вам разница? Ну, думаю, да. Здесь 4 плоскости, а здесь целых 6. Так что сейчас эту вторую перекручу и попробую одеть и пропахать. Будет разница или нет, я вам скажу. Ну так, трусится вроде бы меньше. Зарывается глубже. Но земля все равно сухая, поэтому идет еле-еле. Потихонечку. Корни вытаскивает хорошо. Молодец. Он тоже, наверное, как и я, учится. Пахал почти сколько хотел, немножко не дошел там, но думаю, наверное, на другой раз, потому что боюсь переусердствовать, не хочу сразу много делать, лучше потихоньку, как есть хорошая пословица, тише едешь, дальше будешь. Тем более земля очень сухая, пыли много, я и сам нанюхался. Вот гляньте, мой хуторенок весь в пыли. Понятно, что кашпо деревянное, поэтому от воды, от влаги оно может размокать, может воду пропускать, и оно будет по стене бежать. Этого мы не хотим, поэтому я приготовил вот такие 4 баклажки, и из них я сделаю такую внутреннюю емкость. То есть отрежу какие-то части из баклажки, соединю с помощью скотча и буду туда влаживать. А Вика там уже посадит цветы, и оно будет хорошо. Воду не пропускать и не размокать.
вот такое получается внутреннее кашпо. Поэтому мы сюда насыпем землю, ставим, и не будет его видно, и также не будет протекать. Такая идея. Берите себе на вооружение. У нас во дворе растет несколько кустиков интересного растения, называется любысток. Оно имеет очень такой специфический аромат, запах и считается лечебным. Срезала веточки с листиками. Листики сейчас отделю и буду сушить. Как я уже сказала, он имеет такой интересный специфический запах, аромат. И не всем нравится пить из него чай. В нашей семье, в принципе, он нравится почти всем. Ну, если кто из вас знаком с таким растением, напишите в своих комментариях, а нравится ли вам чай из любыстка. Такой аромат у этого любыстка. Руки будут пахнуть теперь целый день, ничем не отмоешь. И такой аромат в комнате, что и освежителя воздуха не нужно. Как видите, это уже следующий день. У меня за ночь даже выросла борода. Я с утра встал и допахал этот участочек. Те 3 сотки, которые я хотел сделать. Но сейчас хочу попробовать и хорошо уже переработать землю. Потому что кое-где, я еще вижу, поставались корни. Сейчас я переключу на 3-ю передачу и уже все переработаю, чтобы все было красиво. Пойдемте, покажу. Гляньте, как перепахивает. И вообще легко идет. Все дело в том, что нужно просто научиться им работать. А вещь отличная. Но это мне уже больше нравится. Чувствую себя настоящим фермером. А когда сильно прыгал, я уже вообще расстроился. Думаю, неужели так всегда будет? Нет, отлично. Я думаю, наловчимся, еще будем и другим людям вспахивать. Хорошо работает. А так легче, чем лопатой. Немножко. Супер. Все, спахали участок. Вика здесь посадит, наверное, бахчу, дыни, что-то еще, может быть, кабачки. Ну, зато уже земля переработанная. Интересно, как бы оно работало по хорошей земле, не по сухой. Мне кажется, тоже как сейчас на 3-й, на 2-й бы тоже все справлялся. Здесь, где спахал Рома землю, я высеиваю дыни и арбузы. Я сделала 3 ряда и ямки в шахматном порядке. Вот, и по несколько семечек. Не так, как кабачки, жменями. Семена хорошие, поэтому по несколько семечек я в каждую ямку удобряю перегноем, поливаю, засыпаю. И будем ждать всходы дынь. Еще 2 ямки. Пойду за водичкой схожу. Кстати, в водичку добавляю колпачок биогумуса. Ну, так я всегда делаю. Так, сейчас все присыпем земелькой. Все, растишки, растите. Будем теперь поливать, чтобы оно росло. Так, дыни я высадила. Сейчас пойдем покушаем и потом арбузы еще высажу.
Сегодня мы приготовим с вами самые вкусные творожные пончики. И, кстати, рецепт у них очень простой. Для приготовления нам понадобится творог, мука, яйца, ну и сахар, соль и сахарная пудра. Вначале яйца перетираем с творогом. Мне понадобится штук 4-5 яиц. Так, сначала вобью 4 яйца, потом посмотрим. Также добавлю немного сахара. Я сильно сладкими их не делаю, совсем немного для вкуса. Также немного добавлю соли, совсем щепотку. Все вместе перетру и потом буду добавлять муку. Муки нужно здесь совсем немного. Кстати, в эти пончики можно добавлять орехи, изюм, ванильный сахар, корицу. В общем, все, что вам нравится по вашему вкусу. Мы же любим просто обычные пончики, просто с творогом. Добавлю муку, перемешаю, и ура, тесто готово. Так, тесто было еще жидким, поэтому я добавила муку. И нужно, чтобы тесто получилось таким, чтобы из него можно было сформировать шарики. Так, теперь мне понадобится вот такой казанок небольшой. В него я наливаю масло. Конечно, если бы был бы жир, я бы еще добавила жир. Так, теперь ставлю на огонь и жду, пока нагреется масло. Итак, масло закипело, сейчас будем формировать шарики из творожной массы и запускать жарить. Кстати, пробные я уже запустила для проверки. Пробовала в перчатках, вообще не получается, поэтому решила руками, маслом смазала руки, и вот такие шарики получаются у нас. Так, первые наши экспериментные уже готовы пончики. Мы их вытаскиваем. Аромат какой! Все, последняя партия доготовилась. Не побоюсь этого сказать, пончики готовились по рецепту из того, что было в холодильнике. Так, посыплю сахарной пудрой, и вуаля, пончики готовы. Вкусно-то. Пойду угощать Рому. Кашпо готово, и сейчас мы высадим в него цветочки. Конечно, не в него, а именно в эту конструкцию, которую Рома приготовил для высаживания цветов. Сейчас поместим ее сюда и высадим цветы. Так, сейчас заполним пустоты грунтом, а потом уже цветочки будем высаживать.
Немного ранее мы покупали петунии разные, разных видов, и высадили их в разные емкости. Мы не знали, что у нас будет такое красивое кашпо. Некоторые уже расцвели, другие на подходе, и сейчас мы их пересадим. Такая себе пикировка. Так, аккуратно. И еще один немаловажный момент в этой работе. Я забыла сделать это сразу. Проклеить края пластика любой изолентой, чтобы стебельки или листики, которые будут касаться краев, не резались и не травмировались. Цветочки высадили, и теперь поспешим устанавливать на их новое место. Вот тут плохо села, да? Еще тут, ага. О, все. Нормально? На месте? Отлично. Супер. Я же хочу к тебе посмотреть снаружи результат, как у нас получилось. Мне кажется, у тебя сверху даже красивее. Сейчас пойду проверю. Единственное, только будем ждать, чтобы разрослись цветы, и тогда уже, конечно, будет намного красивее, эстетичнее просто. Ну ничего. Так, я иду к тебе. Хорошо. Посмотрела со стороны, мне все очень понравилось, потому что получилось так, знаете, по-деревенски, по-дачному. В общем, все гармонирует, все красиво, я довольна результатом. Но если когда-нибудь мы поменяем окна, то, конечно же, мы изменим дизайн этого кашпо, тем более, что идей для него у меня очень много. Супер, мне все нравится. Сегодня ночью обещали морозы до -6, поэтому боимся, что все померзнет. Будем накрывать. Какая клеенка есть, мешки. Вон сейчас накроем виноград, там розы понакрываем, ведра поприносили. Ну не знаю, спасем что-нибудь или нет. А ну, Викулечка, подавай мне оттуда клеенку. Если хоть какой-то эффект будет от этого, если мы хоть что-нибудь спасем, то будем уже считать успехом. Так. Такие, как эти привидения у нас, а не виноград. Ну, как есть. Это Ну, на одну ничего, ночь. да. Как можем, так спасаем ситуацию. Кстати, не только мы так делаем. Соседи наши, некоторые, еще раньше это делали. Я сначала не поняла, зачем все у них накрыто в огороде, прям, ну все, и виноград, и грядки, простынями, тряпками, шубами. Сначала вообще не поняла, а теперь и сами вот, да, так делаем. Давай тут. В общем, у нас в ход пошли не только агроволокно, тряпки, простыни, шубы, а еще и ведра, кастрюли, все, что могли найти. На ночь всем накрываем. Сейчас ведрами, кастрюлями накроем розочки тоже. Так. Может быть, поможет. Да, невысокие кустики можно и ведрами, а те, что повыше, Мешками, да? мешками. Да. Так. А завтра утром встанем и пойдем заглядывать, уцелело что-нибудь или нет. Пройдемся по этой стороне. Мы здесь редко снимаем. И сейчас перейдем на другую часть, на другую сторону. Здесь я тоже развиваю, скажем так, цветник, но о нем в другой раз. И по левую сторону здесь, возле душа, тоже виноградник. Накрываем тут и одеялами, какие есть. Да, это все. Стоп, там. Угу. Давай эту простыню. Старыми простынями. В прошлом году дожди побили виноград, потом какая-то болячка была. А в этом году все так классно росло, и кисточек много, да. Ну, мороз.
Столько кисточек виноград завязал, но уже нечем накрывать. Жалко, конечно, будет, если пропадут. Ну, что делать? Так, и цветочки эти красивые, которые уже повылазили, тоже постараемся сохранить. Агроволокно старое, поротое, в самый раз. Клубничка еще, несколько кусточков. Капуста зашла ведрами, тазиками. Даже в ход идет такая затеняющая сетка. Не знаем, поможет она, не поможет, но она у нас есть. Мы на горох набросили. Старую клеенку. Можешь- Я не думала, что у нас столько всего. У соседей, кстати, вот за прошлую ночь фасоль померзла. Так, спокойной ночи, капустка. И аккуратно цветочки. Тут же я посеяла эти бархатцы. Оп, вот так. Какую-то зелень стараемся спасти. Там Рома накрывает, сейчас молодой укроп зашел. Так, и не могу никак свое королевство кабачков рассадить. Они тут активно растут. Но тоже накрываем чашками, тазиками, мешками. Одну вот попробовала ямку со всходами рассадить. Рома где вот спахал. Я рассадила. Хорошо, что не все. Буквально вот все, что рассадила, оно померзло. Вымерзло за ночь сразу же. Там осталось 2-3 тыквы. Да, я тыквы. У меня тыквы еще взошли тоже оптом. Вот. И вот они померзли. Но 2-3 вот тоже пытаюсь сохранить их. Закидываю земелькой, там травкой. Посмотрим, что будет. В Телеграме напишем потом. Или такой небольшой обзор снимем, померзла или нет. Так что заходите тоже на Телеграм, увидите, узнаете первыми. Там все новости. Также укрыли малину. Не всю, конечно, но вот хотя бы, чтобы ремонтантную малину спасти. Оптом ее так укрыли. Остальная раскрытая малина. Кое-какая прошлой ночью макушки вымерзли с ягодками уже новенькими. Жалко, конечно. Ну, в общем, такие у нас огородные новости на этой неделе.